Персонаж, который был задуман как обычный гэг в проекте отца автора канала Сындук. А у меня неплохо получается изображать живого, да? Смог получить целый пилотный эпизод, и я не мог пройти мимо этого проекта и не снять видос по нему. Дело в том, что 4 года назад вышла первая часть проекта, я это уже видел. Но возглавил его Егор, соавтор канала Сындук. Этот проект состоит из разных стилей анимации, каждый из которых несет в себе какой-то рандомный сюжет. И уже во второй части этого проекта появился сам Фоки. Он был изображен там в виде мемного стикера. И видимо он так понравился авторам, что они решили сделать про него целый пилотный эпизод. И как мне кажется, этот мультсериал будет построен на том, что двое друзей будут искать на свою жопу приключения. Каждый эпизод, попадая в какую-либо ситуацию, которую им нужно будет решить. И говоря про сам пилотный эпизод, он получился очень шикарным. Он пока что понравился мне даже больше, чем объяснялкины. Ведь в нем уже начинает прослеживаться какой-то сюжет. Что же больше всего нравится зрителям мультсериалов? Так это загадки. И здесь они уже начинают выстраиваться. Ведь нам так и не объяснили, какой обряд пытались провести оккультисты, зачем ему нужен Поки, и что же он из себя представляет. Ведь он является буквально живым маскотом. Судя по всему, в этой вселенной маскоты являются живыми, и судя по всему, они здесь являются обычным товаром. Как в нашем мире более крупные компании могут выкупить какой-либо маскот или же другую компанию, также и в этой вселенной любой человек с деньгами может выкупить себе живого маскота. И судя по разговорам в пилотном эпизоде, мы можем понять, что Поки живет уже не 1 год. Сидишь тут целыми днями на жопе, пока я пашу как проклятый. Я тебе не игрушка. Пора бы начать считаться со мной, я уже не маленький. И со временем постоянная съемка в детских рекламах ему надоела. Нам пока неизвестно, откуда взялся Поки, но я с уверенностью могу сказать, что его вырастил начальник самой фирмы. Ведь он назвал его своим сыном и до последнего пытался его защитить. И хоть он сделал на нем целое состояние, почему-то он не хотел, чтобы Поки переставал сниматься в рекламах и начал вести себя так же, как вел себя прежде. И если же мы предполагаем, что в этом мире маскоты являются обычным товаром, которых можно купить и продать, думаю, что иногда они бывают против и просто перестают сниматься в рекламах, что перестает приносить прибыль компании. Думаю, именно в момент, когда маскот перестает вести себя нормально и сниматься в рекламах, приходят культисты, если их можно так назвать, и перезапускают память живого маскота. Они не пытались убить Поки, они пытались перезапустить его разум. Именно поэтому он нужен был им живым. Либо же они пытались произвести какое-то жертвоприношение, при котором, как мне кажется, Фоки бы переродился, что также перезапустило бы его мозг, и он начал работать так же, как и прежде. Кстати, начиная с этого ролика, я бы хотел выкладывать лучшие теории от подписчиков, которые мне больше всего понравятся. Так что в комментах вы можете писать свои теории по любым мультам, на которые я снимаю обзоры, или теории на своем канале. И те комменты, которые мне больше всего понравятся, я опубликую в свою телегу. Так вот, о чем я там говорил? Ах да, точно. Хотелось бы еще дополнить предположение о сюжете каждой серии. Думаю, Поки будет каждую серию пытаться узнать, откуда же он взялся, или же зачем за ним следуют эти культисты. Думаю, из этого мог бы получиться неплохой сюжет. Раскрывать тайны темной корпорации, которые занимаются перепродажей живых маскотов, которые по сути являются живыми, разумными существами, у которых нет своей воли, которые обязаны работать на благо компании. Но если они перестают это делать или начинают осознавать себя как личность, то их просто приносят в жертву для рождения нового маскота. Или же просто им стирают память. Переходя же снова к оценке пилотного эпизода, могу сказать, что он мне очень понравился. Буду с нетерпением ждать продолжения этого мульта. Даже несмотря на сюжет, если его воспринимать как комедийный мультсериал, то он очень даже годен. Ты зачем его пельменями? Ну, бутылку жалко было. Но если в него добавить сюжет, по типу которого я описал, тогда в таком случае он может стать одним из лучших веб-мультсериалов на СНГ пространстве. Ведь дело в том, что даже если сейчас выходит много веб-мультсериалов, которые переходят на стриминги, все они являются обычной комедией, без какого-то сильного сюжета. Ну а я бы очень хотел видеть какой-нибудь мульт по типу Gravity Falls, с кучей загадок, которые нам постепенно раскрывают по ходу мультсериала. К примеру, нам могут раскрыть, откуда же в мультсериале взялись живые маскоты, и почему же в этом мире крупные компании выкупают за огромные деньги маскотов, вместо того, чтобы просто нарисовать их на компьютере. Ведь мне кажется, что даже покадровая 2D анимация в рекламе будет стоить дешевле, чем купить живое существо, которое будет сниматься на камеру. Причем с годами оно может вырасти и посчитать, что оно не обязано сниматься в рекламе, ведь вообще на это не подписывалось. По словам Поки, его даже никто не спрашивал, хочет ли он участвовать в этих рекламах. Подводя итоги, могу сказать, что я жду от этого мультсериала какой-либо крутой сюжет. Ну а даже если его не завезут, то я не так сильно расстроюсь, ведь как комедия этот мультсериал работает очень хорошо. Ну а на этом я, пожалуй, закончу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте заходить в мою телегу, а я погнал.